Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Жизнь США. Вопрос-ответ». Меня зовут Лена, я живу в США уже 21 год. Я создала этот канал для тех, кто только недавно переехал в США или тех, кто собирается переехать. На моем канале полно интересной, полезной и правдивой информации о жизни в США и информации по поводу переезда в США. Так что, если вы еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, жмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Тема сегодняшнего видео – это образование в США. Тема эта всплывала во многих просьбах моих подписчиков. Пожалуйста, расскажите об образовании в США. Мы хотим переехать сюда именно из-за образования. Образование в России, в других бывших странах намного ухудшилось. Хотим дать детям светлое будущее. И вот как раз об этом самом светлом будущем я хочу с вами сегодня и поговорить. Для начала давайте я вам объясню, какие здесь есть типы школ. Здесь есть три основных типа школ. Это public schools, то есть публичные школы, доступные всем. Есть чартерные школы. Это такой интересный гибрид частной и общественной школы, как бы вместе. То есть здесь есть совет директоров, который решает очень многое в жизни школы, и также очень зависим от штата по поводу финансов, так, и программы немного. То есть как бы мы должны соответствовать стандартам, но все это так очень мутненько, мы можем добавлять свои какие-то curriculum, так. И третий тип школ – это частные школы. Каждый раз, когда вы покупаете дом в США, особенно это видно на веб-сайте, один из самых популярных риэлторских веб-сайтов США, Zillow.com. В самом низу, после всех описаний дома, вы можете видеть название вашего района и название всех публичных школ, которые принадлежат вашему району. И это информация, на которую вы должны очень сильно обращать внимание, если у вас есть дети. То есть вы посмотрели, увидели название этих школ, пожалуйста, дело вашего долга. Вы должны проверить рейтинг этой школы, то есть какова оценка этой школы. Здесь каждая публичная школа в Америке к концу года или в середине года им дается оценка, так называемая. Как оцениваются эти школы? По количеству детей, которые сдали успешно, с успешным баллом прошли тесты. Так? Например, я вам дам пример. Например, 90% в этой школе все сдали там на 90, тесты на 100, на 80, и тогда у этой школы будет высокий балл. Так? Если половина школы там сдало все, на тройки, двойки, то, конечно, их балл сразу же опускается. И вот на моем примере, например, у меня 2 детей, их школа почти что провалила все эти тесты, и нам пришло письмо, что мы имеем право их перевести. То есть прямым языком было сказано: родители, вы имеете право, если вы недовольны баллом вашей школы, проходным баллом вашей школы, вы имеете право забрать своих детей из этой школы и перевести их в другую школу, но эта школа должна находиться в вашем районе. Да? К каждому району прикреплено какое-то количество публичных школ. Это может быть разное число, 20-30 школ. Это зависит от района, от штата. Я говорю только за штат, где учились мои дети. Так? Что мы и сделали, и остались очень довольны своим решением. Мы не поленились, мы объездили примерно 10 школ, мы просто приезжали туда, мы просили директора или замдиректора дать нам тур школы, показать нам результаты тестов, походить по классам, посмотреть, как проводятся уроки. И вот, посовещавшись, мы перевели детей в другую школу, где они удачно закончили первые 5 классов. Почему начальная школа? Потому что в Америке это очень большая редкость, когда, например, все 3 степени, начальная, средняя и высшая школа, все находятся в одном здании. Это большая редкость. Обычно 3 отдельных здания, куда вашего ребенка перебрасывают, здания для начальной школы, так сказать, elementary school, потом middle school, and then high school, старшая школа, да? Вот. Поэтому я и говорю, что успешно закончили первые 5 классов вот в этом здании. Вернемся к публичным школам. Итак, за счет чего они существуют? Существуют они только за счет государства или еще что-нибудь?
Нет, они существуют за счет государственной помощи и за счет налогов на владение землей и домами в этом районе. Да? Люди платят налоги, и из этих денег выделяется помощь школам публичным. То есть от чего зависит, так сказать, финансовое влияние? Да? Влияние зависит от насколько дорогая недвижимость в этом районе. Да? Например, вы живете в каком-то очень таком средненьком, бедненьком районе, значит, недвижимость у вас стоит мало денег, да, налог вы платите небольшой, то есть совсем малое количество денег идет на поддержку этой школы, значит, в этой школе учителям платят очень мало, значит, у них нет дополнительных каких-то ресурсов. Проследили пирамиду, школа... да? Все начинается от где вы живете. То есть вы когда приезжаете в США и выбираете себе жилье, вы должны очень, и у вас есть дети, вы мечтаете их определить здесь в публичную школу, у вас нет денег на частную школу, пожалуйста, очень-очень внимательно изучите ваш район, цены на дома вокруг этих школ и оценку вашей школы. Это видео я пошла посмотрела на рейтинг, то есть баллы, да, самые популярные школы, публичные школы, да, в районах, которые самые-самые высокие оценки, самые высокие баллы в США за 2019 год. И высветилось всего 5 штатов. Значит, это был Массачусетс, это был Нью-Йорк, это был Нью-Джерси, это была Алабама и это был Нью-Хэмпшир. И если память мне не изменяет, еще было Коннектикут, плюс Тексас. Вот эти два еще. То есть там был не только не весь Тексас, там был именно район определенный, назывался он Highland Park, мне кажется, где были наиболее высокие рейтинги у этих школ, наиболее высокие баллы этих публичных, мы говорим о публичных школах, да. Что еще освещалось в этом веб-сайте, это количество на семью заработной платы вот в этих самых лучших публичных школах. Значит, вот Тексас, вот этот вот район в Техасе, то есть средняя зарплата на дом была $200 тысяч на семью. В других штатах она была от 100 тысяч до 150 тысяч, то есть это зарплата обоих родителей, средняя. Уже вы можете вывести формулу, сколько же может стоить дом, в котором они живут, и в каких районах они проживают. Да? То есть все становится на свои места. Итак, вот что касается публичных школ. Да? То есть номер 1 – это смотрите, куда вы переезжаете, где вы живете, какой рейтинг, то есть сколько баллов в школе, которая принадлежит вашему району. То есть сделайте вывод сами. Чем дешевле ваш дом, тем хуже район, в котором вы живете, тем хуже публичные школы, которые прилегают к этому району. Почему? Потому что меньше денег взимается с налогов, меньше платится учителям, меньше дополнительной финансовой помощи на автобусы, на еду, на одежду школьную, на какие-то пособия специальные для учителей, которые дают специальную помощь детям. Ну, вы можете сказать, ну, как же так, это же несправедливо, да? Конечно, несправедливо. А вообще, кто сказал, что Америка – это справедливая страна? Я не знаю. Разве что те блогеры, которые просто подло вас обманывают и говорят, что здесь все прекрасно. Или те, которые переехали сюда, имея в кармане $500 000, ну, им вообще тогда смотреть это не нужно. У них и так все прекрасно, понимаете? Ну да ладно, вот вам сказ о публичных школах. Второй тип школ. Это чартерные школы. Ну, по роду своей работы я связана с ними, и поэтому знаю всю их подноготную, так сказать. Как я уже упомянула, чартерные школы – это такой гибрид общественной школы и частной школы. Попасть туда могут все, но только по лотерее. То есть разыгрывается специальная лотерея, вы туда вводите имя своего ребенка, и, о чудо, он выигрывает и попадает в эту чартерную школу. Ну, если вы думаете, что туда тоже нет отбора, то вы глубоко ошибаетесь. В чем проблема чартерных школ? В том, что они зависят частично, наполовину, от государства. И им надо поставить галочку в форме, что они набрали достаточное количество детей из малоимущих семей. И получается такая бешеная смесь вот в этой школе, да? То есть половина детей там из
средних и хорошо обеспеченных семей, половина детей из очень бедных районов и очень мало обеспеченных семей. Я лично сама знаю, так как я уже сказала, по работе я с ними связана. У некоторых из них оба родителя сидят в тюрьме. Ситуация семейная очень тяжелая. И вот в такой вот адской смеси варится ваш ребенок, находясь в чартерной школе. То есть социальное неравенство, травля, какие-то драки, склоки постоянные между детьми – это каждодневная борьба, на которую брошены все финансовые, так сказать, запасы этой школы. Очень большой штат учителей, которые специально этим занимаются, проводят специальную работу в этом плане. То есть требуется очень много ресурсов на это. И это нормальная проблема чартерных школ. Ну, в чем плюсы чартерного образования, чартерной школы? Это, как я уже говорила, их программы, система их обучения, их curriculum варьируется от одной школы до другой. Они немного лучше, они более широкого такого масштаба, более охватывают мировую историю, то есть дети изучают больше материала, зарплаты учителей выше, учителей много из всяких привилегий. И в чем еще плюс, это их расписание. Чартерные школы обычно круглогодовые школы, и плюс в том, что у них есть очень большие каникулы. Обычно чартерные школы год заканчивается 10 июня, ну что-то в этом районе, да, на вторую неделю июня. И следующий учебный год начинается 1 августа. То есть у них есть только 1 месяц летних каникул, и это очень подходит многим родителям. Во многих школах зимние и весенние каникулы длятся по 3 недели. И это очень подходит, я уже говорила, родителям, потому что родители здесь многие работают на убой, оба, мама и папа. И не у многих есть бабушки и дедушки, которые сидят с ними, то есть они еще и сидят в продленке. Чартерные школы предлагают продленку не бесплатно. Не бесплатно. В публичных школах продленки нет, забудьте про это. Чартерных, как я сказала, предлагается за очень низкую плату, потому что это как бы наполовину государственная школа. Также чартерные школы предлагают клубы по интересам. Публичные тоже их предлагают, но это больше, знаете, студенческие клубы, где студенты сами собираются по интересам. Чартерные предлагают занятия с инструктором, инструменты, музыкальные инструменты, математика, стрельба из лука, занятия конным спортом, фехтование, до чего только там нет, карате, американский футбол, всех не перечислить. То есть ваш ребенок может после школы остаться до 6-6:30, заниматься там уроками, чего ему там интересно и что вам выгодно. Если вы еще не подписались на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Если еще не поставили лайк, пожалуйста, поставьте. Если вам нравится это видео, это только маленькая крупинка информации, которую я сейчас вам рассказала. Самое интересное еще впереди. Итак, мы продолжаем рассказ о школах. И третий тип школы – это частная школа. Частные школы, естественно, не прикрепляются ни к какому району. Вы можете записать своего ребенка, отправить его в любую частную школу. Были бы деньги. В моем штате я могу сказать, что образование в частных школах, цена за образование начинается с 14-15 тысяч и доходит до 20 тысяч за ребенка. Иногда предлагается скидка за второго ребенка, но очень редко. Вот, система платежа варьируется от одной школы до другой. Можно сразу платить за год, можно за полгода, можно помесячно платить, да как угодно. И заметьте, сюда еще не входят многочисленные расходы из вашего кармана на всякие школьные принадлежности, на нужды класса, на всякие поездки. На поездки вообще во всех школах платят только родители. Например, вот мои детишки закончили одну из лучших высших школ нашего города, публичную школу. И я помню, что в 10 классе они все ездили в Японию,
цена была около $3000 за ребенка, все это из кармана родителей, и даже была очередь, то есть попасть туда было нельзя, столько было родителей, у которых были такие деньги. Плюс еще надо было дать что-то ребенку, да, с собой. Я, например, такого позволить не могла. И до сегодняшнего дня они мне иногда припоминают это и говорят: мама, а помнишь, как ты не заплатила за нас, чтобы мы поехали в Японию? А теперь когда у нас еще будет такой шанс? Ну, вот так, что делать? Короче, я же говорю, что, значит, плата доходит до 20 тысяч. Ну, существует ли, например, финансовая помощь? Можно ли попасть в частную школу бесплатно? Можно попасть бесплатно или с финансовой помощью, то есть часть будет оплачена. Как попасть в частную школу и получить финансовую помощь, и что для этого нужно сделать, об этом в следующем видео и о многом другом. Надеюсь, вам очень понравилось это видео. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, и если вы не подписаны, подпишитесь на мой канал. Впереди нас ждет еще очень много интересных тем. Желаю вам всем удачи, здоровья, счастья и до встречи на моем канале. Всем пока!